близ Алма-Аты, у подножия сопки Мохнатой, на высокогорном катке спортивного общества «Искра» были проведены международные соревнования конькобежцев на приз Совета министров Казахской ССР. Хорошая погода и отличный лед благоприятствовали соревнованию. Финиш. 5000 метров пройдены за 7 минут. Вся моя профессия, она, в общем-то, предусматривает прежде всего вот какое-то душевное отношение. Все остальное технологии. Этому можно научиться. А вот этому чувству научиться нельзя. Это идет от сердца, от души. Вершина эта названа именем Сарыма Куделина, замечательного альпиниста и прекрасного человека. Его, к сожалению, уже нет. Совершил немало восхождений. Город-сад, город весны, город счастливых людей. Папа родился в Алма-Ате. Родился он в семье татарина, Шакира. Бабуля моя плохо говорила по-русски, потому что ее воспитывала татарская семья, а она на самом деле была русская. Родители ее русские погибли. Она работала в драматическом театре, в костюмерном цехе. Она шила и заведовала этими костюмами. Папа всегда вспоминал с огромной любовью соседку Татьяна Николаевна, которая посоветовала родителям и сама его просто отвела в музыкальную школу и с ним еще занималась французским. Ну а дедушка решил, что нужно держать в руках какую-то мужскую нормальную профессию. Папе пришлось поступить в Казахский государственный университет на факультет физмата. Потом даже он преподавал какое-то время в Казгу. В музыке есть какие-то элементы математики. Действительно, алгебра постоянно проверяет гармонию. Будучи выпускником университета, я дирижировал спектаклями в оперном театре. Вы знаете, вообще дирижер – это главное лицо в спектакле. Подача твоего образа очень зависит от звучания оркестра. Он, во-первых, импозантный, такой красивый, всегда с улыбкой. И всегда так, знаете, внимательный взгляд. Но вот чувствуешь его отношение, как он хочет, чтобы ты вот все, что можешь, показал. У него такая энергетика, у него так звучит. Все были в восхищении, говорили, какой удобный дирижер. Алма-Ата говорил Мансуров, Мансуров, Мансуров. Мне было где-то 7 лет, когда я увидел этого Мансура. Молодой, подтянутый, спортивный. Возглавлял симфонический оркестр государственной филармонии. И руководил студенческим оркестром консерватории. Выступают казахские музыканты. В 1957 году папа участвовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве. Фестиваль этот прошел очень хорошо, и, по-моему, они там получили даже какую-то премию. Папа мне рассказывал, что во время фестиваля, того самого фестиваля молодежи и студентов, когда он стоял перед Большим театром, и он сказал: я буду работать в этом театре. Он для себя это сказал. Я помню, что он даже это где-то написал. Для него это было очень важно.
1956 году прошел второй всесоюзный конкурс дирижеров, на котором папа получил 3-ю премию. Первая была у Тимирканова. Там участвовали и Симонов, и Шостакович. И есть даже воспоминания Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Он был в жюри. Он отзывался очень хорошо о папе. Он считал его лучшим. Папа уже в это время был главным дирижером Государственного театра оперы и балета имени Абая в Алма-Ате. Фуата немножко держали в узде. Он хотел работать в Большом театре. И, значит, по конкурсу он прошел. И я хорошо помню, как Роза Джаманова выступила против Фуата Шакировича, что такие дирижеры, как Фуат Мансуров, они не имеют права работать в оперном театре, все, а у него уже на руках приглашение в Большой театр. Но он молча отдирижировал сезон, и когда сезон кончился, и он уехал в Москву. Конечно, для них это шок был. Они не ожидали, что вот как это так. Они его называли более консервативным, потому что Фуат это был просто железо. То есть ему надо было, чтобы все это было, как задумано композитором. Надо так звучать, как это написано в нотах. И никаких себе отлибитумов нельзя позволять. Вот в этом его обвиняли. А Большому театру, наоборот, понравилась его манера работы, его школа. С 5 лет я обучался профессиональной игре на виолончели. Отто Оттович Узинг – мой виолончельный педагог. И он меня приучил к такому немецкому порядку и очень ответственному отношению к предмету. Был чрезмерно строгим, он даже поколачивал нас. Но зато я стал музыкантом настоящим. Есть же такие дирижеры-артисты, выплескивают эмоционально очень много. Вот. Он в этом смысле был другой. Он был действительно аналитик, он не упивался своими эмоциями. Он прекрасно все видел и осознал. Фуат Шакирович был очень хороший дирижер, очень любящий певцов. С ним было, я не хочу сказать, удобно. Это не подходит, так сказать, взаимоотношениям певца и музыканта, который стоит за пультом дирижерским. С ним было спокойно. Он слушал внимательно. Он четко обозначал себе моменты, когда тебя вдруг, знаете, как вот занесет, вдруг захочешь что-то выразить, то, чего нет в нотах. Не в смысле самих нот, а эмоций. Он это понимал. Он поддавался и шел. Понимаете? Вот так. Фуат Шакирович, Юрий Мазурок, он пел «Эскамилью», а я в «Кармен» ходила. Была девушкой Кармен, да. Мы с ним имели очень продолжительные беседы, особенно когда были гастроли. Когда, так сказать, все находились в одном месте и жили от репетиции до репетиции, от спектакля к спектаклю. И вот с ним всегда было интересно беседовать. Я слушала его всегда с большим вниманием, потому что он, помимо всего, был еще и хороший рассказчик. Очень обаятельный человек, интеллигентный, воспитанный.
1952 год, март месяц, я был в Свердловске, там проходила спартакиада народов СССР, и мне каким-то чудом удалось выиграть дистанцию 1500 метров. Для меня это величайшее достижение. Ну, я сходил на многие-многие семитысячники нашего Советского Союза, так будем говорить. Вот. Это тоже очень большая радость, потому что преодоление сил природы само по себе это, в общем, замечательно, но там ведь приходится как бы преодолевать и самого себя, потому что там человек работает на грани возможного. И я очень рад, что я, так сказать, и духовно, и физически соответствовал вот этим очень высоким требованиям и добивался успеха. Папа действительно был профессионалом, и он, конечно, очень много знал. Вот он мог по небу, по ветру, по солнцу, по облакам узнать, какая погода. Мы с папой были на Кавказе, и благодаря папе я поднялась на Эльбрус. Он вел как командир отряд на восхождение. Мы должны были пройти несколько перевалов, и нам встретились туристы. Они заблудились и стали спрашивать дорогу, и он их предупредил не ходить куда-то. Он сказал, что погода не та. Я думаю, откуда он знает, какая погода? Светло, небо синее. К ужасу своему я узнала, что вот эти люди погибли. Они его не послушали, они пошли куда-то, куда нельзя было ходить. То есть это такая дикая ответственность, особенно когда ты ведешь еще отряд за собой. У него был отпуск в театре, а он в это время, значит, ехал, он построил дачу немножечко, а потом едет на смену в альплагерь. Он без этого жить не мог. Горы у нас, действительно, Тянь-Шанский город замечательный, и он много рассказывал об этом, даже говорил, что его друзья-альпинисты притащили в горах, у него была дача в Пианино, где он занимался. Я помню один случай, когда я сидел на репетицию, он приходил на репетицию из больницы, уже с палочкой такой, очень тяжело шел, но мы знали, что ему ампутировали пальцы. Отморозил он эти пальцы. Очень волевой, очень, спортсмен. Одним словом, спортсмен, понимаете. Они ходили в спасательную экспедицию, помогать там спасать пострадавших альпинистов. И он сам пострадал. Он еще ведь вытерпел операцию без анестезии. Он сказал, я хочу испытать запредельную боль. Когда пришлось мне ампутировать пальцы, то я сказал, не нужно анестезии, вот я просто хочу проверить. Смотрите, пеняйте на себя. Ну, дали мне в зубы тряпку. Вот я ее взял, вкусил. Неприятно. Смеялся, он так немножко ходил. Ну, когда нет большого, по-моему, пальца у него не было. Он говорит, вы же знаете, когда пальцев нет, как ходят. Он так немножко ходил, сутуловато. Ну, я знала Галю, жену его. Она была пианистка, очень такая симпатичная, обаятельная была женщина. Ну, и вот дочка Мариночка, еще у нее сыночек был. Один раз я была у нее дома, и вот что-то я запомнила, куча инструментов. И на стене висели, и на столе лежали. И на всех он играл. Он на всех играл. Вот это удивительно. Он был очень талантливым человеком, очень ищущим. Боксом папа занимался, и теннисом большим, и шахматами, и конькобежным спортом. Он учился в художественном училище у очень хорошего преподавателя, который в свое время был учеником Сурикова. Картины он не рисовал, насколько я знаю. А вот шаржи, очень похожие, никогда не вызывали обиды, потому что папа с добрым юмором все это изображал. Его даже просили на капустниках, чтобы он что-то такое нарисовал. У художника должен быть абсолютно четкий штрих. Есть художники, которые не добиваются портретного сходства, а очень жаль. Я учился 3 года в художественном училище, и у нас существовало такое узкоцеховое понятие. Если человек посвящает себя портретной живописи, он должен добиваться сходства. Если этого нет, то, извините меня, какой может быть разговор? Ну, а дружеские шаржи, если они не похожи, то они не имеют никакого смысла. Я все-таки, хоть и недоучившийся, но профессионал. Он занимался своим делом как профессионал настоящий. Он был человеком энциклопедических знаний.
Этому во многом способствовала его блестящая память. Он помнил, по-моему, все, что только попадало в его мозг когда-либо. Он помнил очень многие партитуры, которые дирижировал. Мог поспорить, в каком такте вступает какой инструмент. Я был молодой дирижер в Алмате, он приезжал на гастроли и обязательно какие-то консультации мне давал. И он как-то сразу ставил мои мозги на место. Буквально там проходил, час мы с ним сидели, но разбор был очень основательный и очень полезный для меня. Он являлся профессором и Московской консерватории, и Алматинской консерватории, и Казанской консерватории. В театре он был и в Алма-Ате, и в Казани, и в Москве. Вот. И оркестры у него были и в Алма-Ате, и в Казани. Мне кажется, что все это совмещалось. В 1977 году я поступил в Московскую консерваторию. И первое, о чем нам сказали старшекурсники, это ты можешь пропускать все, даже специальность, но оркестр ни в коем случае. Потому что оркестр ведет Фуат Шакирович. Он очень строгий, если даже не злой. Папу называли Достоевским, потому что он всех доставал. И в хорошем, и в плохом, наверное, смысле, потому что, может быть, он был слишком требовательным. Он был очень дотошным с точки зрения отношения к музыкальному материалу. Он от каждого хотел получить по максимуму то, что он сам слышал, сам предполагал, и ему это удавалось. Не выносил опозданий, он очень строго наказывал, он не спускал неряшливости. Говорили, ой, какой зверь. Он, может быть, поддерживал такое реноме очень строгого профессора. На самом деле он, в общем-то, был очень добрым человеком. Мне было безумно интересно смотреть, как он работает со студентами. Он все им показывал. Он мог показать игру на каждом инструменте. Причем все это делалось как-то легко, быстро, весело. Он всегда был очень простым в общении, очень легким. И он притягивал к себе людей. Папа работал со студентами до 1982 года, потому что в 1982 году случилась трагедия. Вот погиб брат мой, папин сын, и папе было невыносимо работать с молодежью. Он ушел из консерватории. В 1971 году произошла авария, в которой погибла моя мама. И для папы это была прям трагедия. Я помню, как он рыдал, а мамы не стало. Это тяжело было. Папа мне сказал, что он никогда не женится. И он действительно никогда больше не женился. У брата были сильнейшие осложнения после этой аварии. Папа делал все, чтобы брата моего как-то вытащить, лечил его. Но вот в 1982 году его не стало. Папа очень-очень сильно сдал. Мне кажется, он никогда до конца не смог оправиться после вот всего, что было. Это всегда где-то в нем сидело, что он мог забываться там время от времени, но все равно это отложило определенный отпечаток. У папы было просто очень много, наверное, предложений работы, от которой он никогда не отказывался. А работа, она всегда помогает отвлечься, она всегда переключает тебя. И, видимо, это его и спасло, потому что он никогда не переставал работать. У нас было возобновление Бахчисарайского фонтана. Мы уже знали, что на премьеру этого спектакля пригласили Фуата Шакировича Мансурова. Он уже был дирижером Большого театра. Его приезд в театр всегда вызывал такой эмоциональность. Все начинали выбегать из своих гримуборных, чтобы, может быть, встретить, увидеть его. Здороваемся. И вот его взгляд вот этот, знаете, как-то, ну, не знаю,
Как-то вызывал такое настроение. Его обожали. Его обожали, потому что общение с музыкантами, когда оно строится прежде всего из-за уважения к музыке. Когда музыканты уважают дирижера, и если в этом диалоге присутствует юмор, а у Фуата Шакировича был он настолько тонкий, мог так зацепить, причем не оскорбив человека. И это не вызывало негативные проявления, понимаете, но показывало в какой-то степени верховенство главного дирижера. Четверти надо играть как четверть. Первая цифра еще. Я просто надеюсь, что наступит время, когда мне не надо будет напоминать, что триоли – это не дуоли. Понимаете, вы должны рано или поздно начинать играть точно в ансамбле. Еще раз. Хорошо, хорошо. Я пока отменяю. Тиром. Восьмушку заменяем на четверть. Все слышали? Да. Потому что у нас карикатура звучит вместо музыки. Пожалуйста, еще раз аллегро. 1981 год, тогда уже о нем ходят легенды, что есть такой татарин, который приехал из Казахстана, и в настоящее время он является в Большом театре дирижером. Фуат Шакирович Мансуров. Когда стал дирижером симфонического оркестра Татарстана, студенты Казанской консерватории могли спокойненько зайти на репетиции и слушать. И я был невольным свидетелем одного эпизода. Когда он при всех, сделав несколько раз замечаний скрипачу, он поднял его раз, два, а потом сказал: я не хочу с вами вступать в дискуссию, я не хочу тратить мое драгоценное профессиональное время на какие-то интрижки, замечания, вы уволены. И больше этого скрипача я в оркестре уже не видел. Вот настолько он был требовательным, в какой-то степени жестким. А как человек, это был просто великолепный человек для общения. Он мог быть самой добротой, мягкостью, уступчивостью и мог вдруг очень строго замолчать. Он никогда не кричал. Никогда. Я не помню, чтобы папа вообще повышал голос. Он мог просто замкнуться, и я понимала, что я где-то накосячила, сделала что-то не то. На даче он сидел с моими детьми, с внуками. Так, теперь расскажи про петушок. И для детей моих нет лучших воспоминаний, чем воспоминания о дедуле, который выполнял любое их желание, баловал их бесконечно, с которым никогда не было скучно, который умел делать все. Я за городом построил трехэтажную дачу вот двумя руками. Я и кирпичную кладку клал, и стропила ставил, и покрывал. Все это один я. Причем это мне доставляет огромную радость, потому что я чувствую, что я что-то создаю. Это для меня творческий процесс. Фуат Шакирович был, конечно, мастером. Любил практически все. У него не было любимого жанра. Поэтому и в опере, и в балете, и он даже мог войти в диалог с балериной, и это было настолько профессионально, интересно, и симфоническую, конечно, музыку. И не случайно он потом все-таки возглавил наш симфонический оркестр. Папа работал в оркестре в Казани с огромным удовольствием и с большим желанием. Любую свободную минуту он рвался туда. Ночь в поезде. Не всегда это было комфортно. Это могло быть верхнее место в плацкартном вагоне, но папа никогда не жаловался. Он альпинист и очень неприхотливый по жизни человек. Он к этому относился с абсолютнейшим юмором. Это я могла за него переживать. А он это делал, потому что это было настоящее подвижничество. И точно не из-за денег, а потому что ему очень хотелось сделать максимум. Его очень уважал Митимир Шарипович Шаймиев, поддерживал папу во всех его начинаниях. С папой оркестр побывал в очень многих странах Европы. Еще одна ласточка, все мои ласточки. Как, Фуат Шакирович? Да. Счастье попасть сюда. Прекрасно. Вот он видит.
подкинул работу. Вот мы сейчас находимся в музее Татарской государственной филармонии имени Габдуллы Тукая. Вот этот у нас райский уголок, где есть и уголочек Фуата Шакировича. Есть вот эти афиши. Посмотрите вы на них. Сразу можно сделать вывод, что чем занимался симфонический оркестр Государственной Республики Татарстан. Каждый пленум Союза композиторов был несколько концертов симфонического оркестра, где звучали симфонические произведения татарских композиторов. Обязательно звучала симфония какая-нибудь Назима Суржиканова. Дирижер с таким именем приехал в Казань и возглавил оркестр. Это, конечно, для многих и многих было серьезно очень. Он много дирижировал в Москве, в других городах, и его концерты в Казани воспринимались как такие, как подарок судьбы, что называется. Он оказал очень большое влияние на татарскую музыку. Тем более он ведь человек неравнодушный и, в общем-то, знающий себе цену как музыкант. И он, если было что сказать по поводу этих произведений, которые он исполнял, он, не задумываясь, любому из композиторов в лицо мог это все высказать. И они это выслушивали часто с благодарностью. Его замечания, его мнение очень ценилось. Работа в театре, когда там дирижировал Фуат Шакирович, это было только одно удовольствие. Потому что все подчинялось дисциплине, все подчинялось его авторитету, его музыкальности. И, конечно, всегда это давало результат. Все спектакли проходили на ура. Фуат Шакирович владел всем репертуаром первой линии. Это и Верди, это и Пучини, естественно, вся русская классика. Я не говорю уже, что касается национальной оперы. И Джалиль, и Алтынчаш были спектакли, которые он сделал просто новые редакции. Авторитет Фуата Шакировича позволял ему высказывать свои мнения. Он занимался творческой работой. Он даже не только как дирижер, он являлся и сорежиссером. Фуат Шакирович подготовил концертное исполнение оперы Назима Суржиканова «Джалиль». Народ просто не отпускал со сцены. Он именно довел публику до такого состояния. Я первый раз в своей жизни, и до сих пор я таких аплодисментов не помню. Эта публика аплодировала около получаса. Здесь вот Финляндия, концерт Сибелиус Шостакович. Здесь Италия с Торчинским. Вот концерт. Еще где-то я даже не все языки могу понять, где это название. Вот Большой театр, это был юбилейный спектакль «Трубадур», посвященный папе именно. Прямо вот 10 января у него день рождения, 11 вот делали юбилейный такой спектакль. Тут из Большого очень много. Тут много его спектаклей. И «Аланта», «Каменный гость». Для него работа это было все. Он без работы жить не мог. Когда вот бывали какие-то простои, я помню, папа просто не находил себе места. Он был как лев в клетке или тигр в клетке, потому что, видимо, столько в нем было энергии, которую надо было выплескивать на эти огромные оркестры, что для него это было все. И поэтому его, наверное, все хватало. Тут природа была такая, энергия в человеке.
В октябре месяце у меня было 7 спектаклей. А в промежутках я успел уже съездить и за рубеж, и в Казань, и потом надо ежедневно заниматься, простите, самообразованием. Я должен поддерживать уровень иностранных языков, потому что мы, выезжая за рубеж, не имеем переводчика. Мы должны напрямую общаться с ними. В любой стране он мог найти общий язык с музыкантами. Немецкий он изучил в школе, итальянский он учил в консерватории, французский он учил на курсах в Большом театре. Перед поездкой он запасался разговорниками. Он готовил фразы на русском языке сначала, и потом их очень тщательно переводил на тот язык, который нужен был для оркестра. Вплоть до того, что даже в Корее он умудрился на корейском языке говорить и смешить музыкантов, оркестрантов во время репетиции. Он прекрасно говорил на казахском, прекрасно. Он прекрасно говорил на татарском. Но и при этом прекрасно образован был. Русскую культуру впитал. Я читаю, у меня томик писем Чехова. Я его читаю с великим удовольствием, потому что это самый совершенный русский язык. Моя работа в Большом театре напрямую сопряжена с русским языком. Положительное в этой работе нашей – это то, что опера идет на языке оригинала. Совершенно по-иному звучит музыка, совершенно иное, знаете, состояние. Ведь публика приходит не за сюжетом. Фабула подчас проста, даже примитивна, но если нет чувства, если нет полета духа, то нет оперы. Партитуру папе подарили коллеги из Большого театра с такой дарственной надписью. Сами нарисовали. И тут написано: «Дорогой Фуат Шакирович, поздравляя вас с 50-летием, ваши товарищи по работе в опере Большого театра желают вам все так же любить людей, музыку, математику, литературу, дирижирование, рисование, пение, преподавание, а также горы, шахматы и автомобили. И сохранить все это на многие лета». Тут Косрашвили, Архипова, Милашкина. Большой театр для него, это вся его жизнь. И он с любовью, с уважением всегда говорил о всех своих коллегах. Он был очень чуткий человек. Он никогда не бежал вперед. Он все время дышал с артистом. Но я видела добрые глаза, заинтересованные глаза. Не только руки, которые тебе помогают. Если вы не ставите постоянно каких-то возрастающих задач перед коллективом, перед отдельным артистом, перед оперными певцами, они, в общем-то, пойдут назад, потому что художественный процесс, он должен всегда восприняться в развитии. То, что было хорошо сегодня, завтра уже посредственно. Он добивался самой высшей точки. Понимаете? У него была какая-то планка, и он хотел, чтобы, общаясь с певцом или с инструменталистом, они тоже достигали этой высшей планки. Я работаю по принципу постепенного завинчивания гаек, что называется. От первой ко второй репетиции, от второй к третьей постепенно укрепляются требования. И если человек не выдерживает этого напора, будем так говорить, значит, он не соответствует тому рангу, который он занимает в данный момент. Я могу гордиться тем, что оркестр Казанской филармонии находится на очень высоком уровне. Он не тяготел к наградам, но у него было определенное тщеславие и самолюбие, естественно, когда он становился за пульт. Это должно было быть красиво. Поверьте, это было очень красиво.
Все три моих имени персидского происхождения. Фуат означает сердце, Шакир – это справедливый, а Мансур – это победитель. Ну, как-то так мне, в общем, думаю, везло в жизни. Сейчас дорога повернет в горы. А вот и мост. А вот открылись и скалы. Впереди, внизу наши автобусы. Это очень далеко отсюда. Я иду все выше и выше. Вот уже города и почти не видать. К сожалению, мое время на исходе. И я по этому серпантину поднимался напрямик. Вот здесь кончается подъемник. Там скалистые снежные горы. Есть некая такая сила, которая, в общем-то, не поддается моему объяснению, которая хранит меня. Я подвергался неоднократно опасностям. Я полжизни провел в горах. Часто травмировался. Ну вот какая-то вот сила хранила меня. Альгиз Джурайтис сказал о папе когда-то: если бы в мире существовала гильдия порядочных людей, то Мансуров непременно должен был бы ее возглавлять. Папа действительно был честным и порядочным человеком. Видимо, это влияние гор, духа гор, чистоты, высоты, порядочности, чувства локтя. И это, наверное, отложило отпечаток на всю папину жизнь. Он был очень скромным человеком. Очень скромный. А поэтому он, наверное, этот афоризм держал, что важность – это признак серости. Настоящий талант его видно на расстоянии.